Всем привет! Давайте с вами на второй неделе самоизоляции, от которой уже безумно болит голова, взглянем на процесс создания музыки в LSDJ, в трекере, да в принципе в любой программе, в любом секвенсоре, в любой рабочей станции, как на более широкое явление, нежели просто циферки, буковки, волны и полосочки. Погнали! Любое музыкальное произведение в любом стилистическом жанре в большинстве своем основано на каких-то принципах и приемах музыкальных, которые так или иначе используются либо на этом инструменте, либо в этом стиле, звуке, жанре и тому подобного. Это все из серии бла-бла-бла, это все банальные основы, но если вы вдруг их не знаете, то, возможно, вам это будет полезно. Например, припев он на то и припев, чтобы быть самой яркой и интересной частью композиции, которую легко запомнить, очень приятно и прикольно повторять. Учитывая, что в трекере нам доступно всего 4 канала одновременно, без линк-кабеля и прочих приблуд, то от соло до квартета мы можем с вами чувствовать себя совершенно свободно. Дальнейшие аранжировки и усложнение или, наоборот, упрощение композиции зависит только от вашей фантазии. И в этом самый большой плюс трекера и конкретно геймбой музыки, потому что ваши ограничения на самом деле это не ограничения, это возможности. Ну, серьезно, как-то так. Все зависит только от вашей фантазии, от того, как вы будете совмещать инструменты на вашем канале и как вы будете справляться и обыгрывать паузы и какие-то ритмические идеи. Так что все зависит только от вас. Чем больше вы экспериментируете, тем круче получается. С чего начать писать трек? Если у вас нет какой-то конкретной идеи, но вы очень хотите создать музыку, у вас есть какое-то настроение, какой-то внутренний позыв, то вы можете начать с ритм-секции. Включает она в себя барабаны, бас-гитару, ритм-гитару. Задаете темп и погнали. Сделать это достаточно просто. Мы разбиваем с вами составляющие перкуссионной установки на звуки. А затем прописываем их в промежутках в нашу фразу, собирая из этого целую партию. Дальше мы обыгрываем бас-гитару, ритм-гитару, соединяем, и получается отличная ритм-секция. Вы можете пойти по другому пути. Если у вас есть классная идея для мелодии, для трека, но нет пока что общего настроения, и вы не знаете, где у вас будет припев, куплет, бридж, интро, аутро и все вот эти такие интересные штуки, которые рекомендую вам почитать, и достаточно все это просто в интернете можно найти, не будем заморачиваться, то пишите классную мелодию, делайте ей аккомпанемент, и раскрашиваете все это ритм-секцией, наводите в общую панораму, да и вот, трек готов. Вам есть с чего начинать и от чего отталкиваться. Надеюсь, с такой точки зрения взгляд на музыку и на процесс ее создания в трекере достаточно простой. У вас есть 4 инструмента, 4 дорожки, вы перенесли одно в другое, и вас теперь не так пугают эти цифры, квадраты, фразы, строчки. Ничего страшного, вы делаете себе хороший звук и дальше выставляете его в необходимой последовательности, совмещая это с другими инструментами в какую-то общую, хорошую, интересную картину.
Видео было снято до самоизоляции на студии звукозаписи Тимофея Юшко. Ребят, большое вам спасибо, выражаю дичайшую благодарность. Очень круто, что мы с вами начали сотрудничать. И всем, кто смотрит это видео, когда вот все это безумие закончится, если вы хотите себе классные стримы или записать себе лайв-альбом или записать серьезную пластинку и свести ее, то можете обращаться к ребятам, пишите, звоните, я вам ссылочки на них предоставлю. Все инструменты были записаны на стандартных, грубо говоря, голых настройках. Эффект дисторшена на гитару был накинут потом уже в видео в редакторе. Для того, чтобы показать вам натуральное звучание, что трек, написанный на геймбой, и трек, сыгранный на живых инструментах, по своей сути практически ничем не отличается, кроме исключительно технических особенностей, вот, которыми я пытаюсь с вами поделиться, чтобы вы могли их лучше, более качественно и быстро освоить и написать нам кучу шикарных треков на лейбл. В принципе, вот и все. Вот такой вот панк-рок у нас получился. Пишите и слушайте хорошую музыку. Обязательно лайки, репосты очень прошу. Я, кстати, замутил себе карту захвата, поэтому скоро я смогу стримить LSDJ. Поэтому, если вам интересно, тыкайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ох уж эти ютубы. Пока-пока.